22 марта 1943 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания, на свет появился один из самых блистательных и признанных джазовых гитаристов и вокалистов в истории. Его профессиональная музыкальная карьера началась, когда ему едва исполнилось 8 лет, и все последующие десятилетия двигалась только вверх. Являясь учеником и последователем таких великих джазовых музыкантов, как Уэс Монтгомери, Чарли Кришчен и Грант Грин, он сам вдохновил не одно поколение гитаристов по всему миру, став одновременно и образцом для подражания, и воплощением определенного эталона идеального джазового гитариста. Его имя — Джордж Бенсон. На момент, когда родился Джордж, его матери Ирме 15 лет, а его родной отец, Чарльз Эванс, служит в армии, участвует во Второй мировой войне и даже не знает о том, что у него родился сын. В браке с Ирмой они не состояли. Ребенка решили назвать в честь деда, отца Ирмы. Его полное имя было Джордж Вашингтон Бенсон. Джордж-старший владел небольшой гостиницей в Питтсбурге и был главной опорой их большой семьи. Молодая мать, еще учась в школе, получила прозвище «Sing», то есть «пение». Дело в том, что она пела вообще всегда, была без ума от музыки и посещала все возможные концерты, которые проходили в их городе. И маленького Джорджа всегда брала с собой. Кроме того, новый муж Ирмы, его звали Томас Коллиер, также был большим меломаном и музыкантом-любителем. Дома он постоянно включал записи Джорджа Ширинга и Чарли Кришчена. Кроме того, у него была электрогитара и небольшой усилитель. Разумеется, маленького Джорджа этот инструмент не мог оставить равнодушным, и отчим довольно скоро решает начать учить ребенка музыке. И практически сразу обнаруживает у него исключительные музыкальные способности, феноменальный слух и уникальную память. Однажды, услышав песню, Джордж запоминал ее практически наизусть. Единственный момент — рука у 7-летнего мальчика была еще слишком мала для гитары, поэтому его первым инструментом становится укулеле. А кроме чисто музыкальных талантов, Джордж уже в раннем возрасте демонстрирует уникальный артистизм. Он любит выступать, умеет захватить внимание людей и умеет нравиться публике. В возрасте 7 лет Джордж начинает выступать на улице. Он поет, играет на укулеле, веселит прохожих и очень быстро становится местной знаменитостью. А люди с радостью снабжают малыша Джорджи карманными деньгами, что для ребенка из бедной семьи более чем важно. Вскоре владелец полулегального клуба под названием Little Paris, маленький Париж, уговаривает мать Джорджа разрешить сыну выступать в его клубе по пятницам и субботам. Ирма сначала отказалась наотрез, но когда услышала, что 7-летний Джордж будет зарабатывать по $40 за вечер, сразу дала свое разрешение. С этого момента 8-летний Бенсон уже как настоящий профессиональный артист каждые выходные выступает в клубе. Теперь он не только поет и играет на укулеле, но еще и танцует. Также они играют в дуэте с отчимом Томасом. Кроме того, Джордж постоянно участвует в конкурсах певцов и неизменно в них побеждает. А в возрасте 9 лет Бенсон впервые получает приглашение для профессиональной звукозаписи. На этой сессии, организованной нью-йоркским лейблом RCA, он спел 4 песни, 2 из которых были опубликованы: «She Makes Me Mad» и «It Should Have Been Me». I've got a baby that's dynamite. I've got a baby that's bad. I've got a baby that fights me. Ooh, she makes me mad. She makes me mad. Работа Джорджа в клубе «Маленький Париж» закончилась так же неожиданно, как и началась. Однажды ночью в клуб пришла полиция. Помним, что заведение было полулегальное, и с документами у них не все было в порядке. Ну а 9-летний артист на сцене в час ночи совсем уж возмутил полицейских, и они решили просто арестовать всех присутствующих и увезти всех на ночь в отделение. Сам Бенсон впоследствии весело вспоминал этот эпизод, говоря, что это было первое настоящее знакомство с миром шоу-бизнеса и развлечений. Следующие 10 лет Джордж проводит в своем родном Питтсбурге. Развивается как певец и гитарист. В то время самой популярной музыкой в его родном городе были блюз и ритм-н-блюз, и Бенсон полностью погружен именно в это направление. Хотя и джаз понемногу проникает в его жизнь. Вспомним, что его отчим, Томас Коллиер, был большим поклонником пианиста Джорджа Ширинга и гитариста Чарли Кришчена, и постоянно слушал их записи дома. Ширинг нравился молодому Бенсону своим выдержанным стилем, а также умением найти золотую середину между сложностью музыки и ее доступностью для публики. А гений гитары Чарли Кришчен поражал Джорджа не только своей виртуозностью, но и уникальным звуком своего инструмента. Это звучание стало образцом для всех последующих поколений джазовых гитаристов. И еще один гений музыки, которого Джордж открыл для себя в те годы, это Чарли Паркер, великий саксофонист, новатор, один из создателей стиля бибоп.
Об этом музыканте ему рассказал родной отец, который к тому моменту уже давно вернулся с войны и жил недалеко от семьи Джорджа. Чарльз Эванс сам был музыкантом, играл на фортепиано, барабанах и тромбоне и был большим ценителем джаза. Чарльз любил покритиковать Джорджа за то, что тот исполняет банальную музыку на потребу публики. И на вопрос Джорджа, а какую музыку он считает не банальной, он назвал Чарли Паркера. Для Бенсона это имя было абсолютно новым. Он попросил саксофониста из своей группы включить ему что-нибудь из Чарли Паркера. И тот включил «Just Friends» с легендарной пластинки Паркера со струнными. Когда композиция закончилась, Бенсон попросил включить ее снова, затем еще раз и еще, и всякий раз в последующие дни, когда он оказывался рядом с музыкальным автоматом, где можно было послушать выбранные композиции за деньги, он включал «Just Friends». Закончилось это только в тот момент, когда Джордж просто выучил на слух эту композицию целиком, со всеми виртуозными фразами Паркера и всеми партиями аккомпанемента и струнной группы. Переломным моментом в жизни 19-летнего Джорджа Бенсона стало знакомство с выдающимся органистом и одним из ярчайших представителей стиля соул-джаз. Это Джек Макдаф по прозвищу Brother. Джек помог ему с переездом в Нью-Йорк и пригласил в свой ансамбль. И сразу уволил в первый же день работы. Оказалось, что чтобы играть в ансамбле Макдафа, молодому Бенсону нужно подтянуть свои знания и умения в области джазовой музыки. Ведь все, что он играл до этого, это был блюз и популярные песни. И играл он их по слуху. Никакого серьезного представления о гармонии и теории музыки у Джорджа в то время еще не было. И оказавшись в Нью-Йорке, джазовой столице мира, Бенсон начинает активно знакомиться и заводить дружбу с главными звездами джазовой гитары. Безусловными королями в этом мире были Уэс Монтгомери и Грант Грин. Интересно, что преемственность гитарного стиля Бенсона по отношению к Монтгомери отмечалась всеми и является общепризнанной. Хотя великий гитарист Грант Грин оказал не меньшее влияние на его игру. И в то же время в Нью-Йорке набирали популярность представители нового поколения джазовых гитаристов. Это Пэт Мартино, Ларри Кориэл, Хэнк Гарленд, Джим Холл. Также в то время огромным авторитетом пользовались Джо Пасс, Барни Кессел, Кенни Баррелл и Тел Ферлоу, который за свои невероятно длинные пальцы получил прозвище «Октопус» или «Осьминог». Все эти музыканты поддерживали между собой дружеские отношения, часто делились опытом и обсуждали различные аспекты ремесла. Впоследствии Бенсон вспоминал, что особенно любил в то время поиграть в дуэте со своими коллегами, благодаря чему он имел возможность очень близко услышать фразы и идеи этих выдающихся гитаристов. В итоге вскоре Джек Макдаф все-таки принял Бенсона в свой ансамбль, где он проработал следующие 4 года. В 1964 году выходит дебютный альбом Джорджа Бенсона с участием Джека Макдафа, получивший название The New Boss Guitar. Вспомним, что годом ранее, в 1963-м, Уэс Монтгомери выпустил свой альбом Boss Guitar. Сложно сказать, чья была идея назвать дебютный альбом Бенсона именно так, но джазовые критики принялись это обсуждать, а самому Джорджу пришлось еще долго отвечать на упреки, что он якобы пытается соревноваться с великим Уэсом. На что он отвечал, что соревноваться с музыкантом такого уровня просто невозможно, и в мире может быть только один Уэс Монтгомери. Но так или иначе, этот альбом привлек к молодому гитаристу интерес как музыкантов, так и поклонников джаза. Бенсон сотрудничает со всем цветом нью-йоркской джазовой сцены, включая Майлза Дэвиса, Херби Хэнкока, Фредди Хаббарда и других. И вскоре он оказывается в поле зрения продюсера Columbia Records по имени Джон Хаммонд, который был в поиске молодых перспективных джазменов. Хаммонд помог Бенсону подписать контракт с Колумбией, и вместе они выпустили 3 альбома. It's Uptown 1966 года, The George Benson Cookbook 1967 и альбом Benson Burner, выпущенный позднее в 1976 году. Новые альбомы
продолжают укреплять репутацию Джорджа Бенсона как главной восходящей звезды гитарного джаза. Но он ищет пути выхода на более широкую аудиторию. В 1967 и 1968 годах он выпускает 2 альбома на лейбле Verve Records. Это Giblet Gravy и Goodies. Но настоящей вехой стало его сотрудничество с лейблом A&M с 1968 до 1970 года. Примечательно, что попал на этот лейбл он благодаря Уэсу Монтгомери, который и сам сотрудничал с этой фирмой в последние годы своей жизни. Однажды Уэс спросил владельца лейбла, его звали Херб Алперт, слышал ли он когда-нибудь молодого гитариста Джорджа Бенсона. Тот ответил «нет», на что Уэс сказал «обязательно услышишь». И такой рекомендации от великого Монтгомери было достаточно, чтобы A&M предложили Бенсону хороший контракт, по которому было записано и выпущено 3 альбома: Shape of Things to Come, Tell It Like It Is и альбом The Other Side of Abbey Road. Последний стоит отметить отдельно. Крид Тейлор, продюсировавший последние альбомы Монтгомери, теперь работал с Бенсоном и решил попробовать тот же прием, который в недавнем прошлом помог коммерческому успеху альбомов Уэса. Он дал Бенсону послушать недавно вышедший альбом Beatles Abbey Road и предложил сделать кавер на одну из песен. Прослушав, Джордж сказал, что ему сложно выбрать одну песню, потому что каждая из них феноменальна. В итоге они решили записать целый альбом, состоящий из кавер-версий на песни с альбома Abbey Road, и назвали его «Другая сторона Abbey Road». Важным моментом является то, что здесь Бенсон выступает не только как гитарист, но и как вокалист. Он спел замечательную версию песни Пола Маккартни «Golden Slumbers». И хотя этот альбом не взлетел, так как последующие работы Бенсона, тем не менее здесь он впервые с момента переезда в Нью-Йорк и начала джазовой карьеры заявил о себе еще и как вокалист. Sleep, little darling, do not cry. I will sing a lullaby. В 1971-м Джордж Бенсон переходит на новый лейбл Крида Тейлора под названием CTI. В течение 5 лет лейбл выпускает 6 альбомов Бенсона, которые делают его настоящей звездой в мире джаза. Кроме своих альбомов, он участвует в записях музыкантов первой величины, в том числе в альбоме Фредди Хаббарда «First Light» 1971 года. Этот альбом получил Грэмми в номинации «Лучшее джазовое исполнение». Альбом 1974 года «Bad Benson» занял первую строчку в джазовом чарте журнала Billboard, а последовавшие за ним «Good King Bad» и «Benson and Farrell» совместно с саксофонистом Джо Фарреллом вошли в джазовые топ-3. Но в 1975-м Джордж снова решает сменить звукозаписывающий лейбл и подписывает контракт с компанией Warner. И это решение становится поистине судьбоносным. Продюсером альбомов Бенсона для Warner становится Томми Ли Пума, и первый же их совместный альбом «Breathing» 1976 года стал настоящей сенсацией в мире музыки. Он занял первую строчку сразу в 3 чартах Billboard – джазовом, поп и ритм-н-блюз. Альбом «Breathing» стал трижды платиновым, получил 3 премии Грэмми, при том, что номинирован был аж в 5 категориях, и стал одной из самых продаваемых пластинок в истории джаза. В альбоме «Breathing» восхищало все, но самое главное — это звучание гитары Джорджа Бенсона. Его феноменальное мастерство и сейчас поражает не меньше, чем в 1976 году, но огромную роль играл также и сам звук его инструмента. Этот альбом он записал на гитаре Gibson Johnny Smith в сочетании с усилителем фирмы Polytone. Этот саунд и по сей день можно считать эталоном звучания джазовой гитары. Кроме того, в альбом вошла композиция «This Masquerade», в которой Бенсон наконец-то всерьез заявил о себе как о выдающемся вокалисте. Томми Ли Пума предложил Джорджу записать эту песню Леона Рассела. Но до последнего момента у всех были сомнения, стоит ли включать вокальный номер в альбом. К записи этой песни приступили, когда все остальные композиции уже были готовы. Бенсон записал пробный дубль, и Томми Ли Пума показал эту демо-запись президенту компании. На что тот сначала возмутился, почему ему никогда не говорили, что Бенсон еще и поет, а также выделил серьезный бюджет на запись этой песни. Так родился один из главных хитов Джорджа Бенсона «This Masquerade», а кроме того, началась его большая карьера в качестве не только гитариста, но и певца. И еще один важный момент, связанный с этой песней. Здесь впервые звучит фирменная бенсоновская вокальная импровизация в унисон с гитарой. И даже здесь не обошлось без сомнений.
Когда он впервые на репетиции попробовал пропевать свои фразы одновременно с игрой на гитаре, никто из музыкантов не оценил идею, все высказывались неодобрительно. Но Томми Ли Пума услышал в идее потенциал, и было решено записать соло в песне This Masquerade именно таким образом. А сейчас мы знаем такое дублирование гитарных фраз голосом как один из самых характерных приемов Джорджа Бенсона. Are we really happy here? Благодаря триумфу альбома Breathing и успеху Бенсона в качестве певца, для него наконец-то открылась долгожданная дорога к самой широкой аудитории. Теперь он не только джазовая звезда, но и поп-звезда. Один за другим выходят его новые альбомы на лейбле Warner. И в этих альбомах вокала становится не меньше, а иногда и больше, чем гитары. В 1978 году выходит концертный альбом Бенсона «Weekend in LA», в который вошла ставшая большим хитом песня «On Broadway». За эту песню Бенсон получил Грэмми в номинации «Лучший мужской R&B вокал». В том же 1978 году компания Ibanez совместно с Джорджем Бенсоном разрабатывает первую подписную модель гитары Ibanez GB10. В этом инструменте Джордж постарался воплотить свои идеи относительно большего удобства инструмента, меньшего размера корпуса, но при сохранении всех главных достоинств полноценной джазовой гитары. И результат оказался настолько убедительным, что гитара Ibanez George Benson вот уже почти 50 лет является одной из самых популярных джазовых моделей в мире. В 1980 году Джордж Бенсон сотрудничает с Квинси Джонсом над созданием альбома «Give Me the Night». И это снова колоссальный успех. Альбом сразу же занимает первую строчку в джазовых и соул-чартах, а также третью строчку в поп-чарте. Спустя 2 месяца после выхода альбом «Give Me the Night» становится платиновым и в результате приносит Бенсону 3 премии Грэмми в номинациях «Лучший мужской R&B вокал», «Лучший джазовый вокал», «Лучшее инструментальное исполнение в стиле R&B». В продолжении 80-х годов Джордж совместно с Warner выпускает серию весьма успешных альбомов, в которых все больше преобладают коммерчески ориентированные вокальные номера, в которых он в том числе отдает дань уважения своим великим предшественникам. Это Нэт Кинг Коул, Рэй Чарльз и Донни Хэтэуэй. Но гитары в его альбомах становятся все меньше и меньше, на что весьма болезненно реагируют профессиональные критики и поклонники джаза. В 1983 году, после выхода альбома In Your Eyes, критик по имени Ричард Джиннелл написал, что для фанатов джаза альбомы Бенсона стали поиском закопанного сокровища, поскольку время звучания гитары в них сократилось максимально. В итоге, к концу 80-х Джордж Бенсон все-таки решает вернуться к джазу и игре на гитаре и выпускает феноменальный альбом «Tenderly», состоящий из джазовых стандартов и записанный со звездным составом, в котором каждый участник – живая легенда. Это пианист Маккой Тайнер, басист Рон Картер и барабанщики Эл Фостер, Эрлин Райли и Луис Хейс. Вслед за Tenderly в 90-м году Бенсон выпускает еще один джазовый альбом, на этот раз совместно с оркестром Каунта Бейси. Идея альбома с биг-бендом появилась у Джорджа довольно давно, и он даже посвятил великому бенд-лидеру Каунту Бейси свою композицию «Basie's Back». А когда показал ему эту мелодию, Бейси сразу захотел ее записать. Но этим планом не дано было реализоваться. В 1984 году Каунт Бейси умер, и идея совместного альбома никакого продолжения не получила. Но в 1990 году Бенсон возвращается к этой теме и записывает альбом Big Boss Band. Естественно, альбом занимает первую строчку джазового чарта Billboard, а Фрэнк Фостер получает Грэмми за аранжировку той самой композиции «Basie's Back», которую Бенсон когда-то посвятил великому Каунту Бейси. В
В 1992-м Джордж Бенсон снова сотрудничает со своим давним наставником и проводником в мир джаза, органистом Джеком Макдафом. Он участвует в записи альбома Макдафа «Color Me Blue». А в 1993 году выходит последний альбом Бенсона на лейбле Warner. Альбом Love Remembers получил ожидаемое одобрение критиков и занял первую строчку в чарте Billboard. Но после выхода этого альбома Джордж решает покинуть Warner и в 1996-м заключает контракт с лейблом GRP, на котором с 1996 по 2003 выпускает 4 альбома: That's Right, Standing Together, Absolute Benson и Irreplaceable. Продюсером альбомов выступал Томми Ли Пума, который продолжил сотрудничать с Бенсоном и после его ухода от Warner. В целом эти альбомы выдержаны в том же духе баланса между поп-музыкой, соул и джазом. Все 4 пластинки достигли первой строчки в джазовом чарте Billboard и получили высокую оценку как публики, так и критиков. Бенсон к этому моменту уже не просто большая звезда, он живая легенда, единственный в своем роде артист, сумевший построить сразу 2 карьеры – гитариста и певца, в спектре стилей от поп-музыки и соул до джаза и фьюжн. К 2006 году Бенсон решает снова сменить звукозаписывающий лейбл, и на этот раз он подписывает контракт с фирмой Concord. Одновременно с ним переговоры с компанией ведет его давний друг, легендарный вокалист Эл Джаро. И тут возникла идея, почему бы Бенсону и Эл Джаро не сделать совместный проект. И Джордж и Эл восприняли идею с большим энтузиазмом, результатом чего стали мировые гастроли нового проекта и выход альбома Giving It Up. В записи также приняли участие Джилл Скотт, Патти Остин, Херби Хэнкок, Стэнли Кларк, Крис Батти, Маркус Миллер и Пол Маккартни. Альбом получил 3 номинации на Грэмми, 2 из которых выиграл: лучшее инструментальное исполнение в стиле поп и лучший R&B вокал. В 2009 году Джордж Бенсон был удостоен специальной награды Национального фонда искусств США за его вклад в развитие джаза и в целом мировой музыкальной культуры. А годом ранее, в 2008, он был удостоен специального чествования в Линкольн-центре. В продолжении сотрудничества с лейблом Concord выходит еще 3 альбома: спродюсированный Маркусом Миллером Songs and Stories в 2009, затем долгожданный гитарный альбом Guitar Man в 2011, а также альбом посвящения Inspiration – A Tribute to Nat King Cole, в котором Джордж спел все главные хиты великого певца. В записи этого альбома среди прочих приняли участие трубачи Уинтон Марсалес и Тиль Брённер, а пианистом и аранжировщиком выступил Рэнди Уолдман. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Во второй половине десятых Джордж Бенсон уже не гастролирует так интенсивно и больше времени проводит со своей семьей в Аризоне. С 1965 года он женат на Джонни Ли, и в этом году их браку исполняется 60 лет. Все эти годы Бенсон сохранял идеальную репутацию примерного семьянина и доброго христианина, будучи прихожанином церкви свидетелей Иеговы. У них 7 сыновей, один из которых, к сожалению, погиб в 91-м, и это, разумеется, стало большой трагедией для семьи Бенсонов. Как бы то ни было, в 2019 году, спустя 6 лет после выхода альбома посвящения Нэт Кинг Коулу, Джордж Бенсон выпустил новый альбом, получивший название Walking to New Orleans. Он стал посвящением 2 звездам прошлого, пионерам стиля рок-н-ролл – Чаку Берри и Фэтсу Домино. А спустя еще 5 лет, в 2024 был издан альбом Dreams Do Come True – When George Benson Meets Robert Vernon. В него вошли знаменитые джазовые стандарты из числа тех, которые принято называть Great American Songbook или Великая американская книга песен. Все композиции были записаны еще в далеком 1989 году, но издание тогда решили отложить и вернулись к этому материалу только спустя 35 лет.
Сегодня Джорджу Бенсону 82 года. За его плечами колоссальная музыкальная карьера и неоценимый вклад в развитие как в искусство джазовой гитары, так и всей мировой музыкальной культуры в целом. Продолжая традиции своих великих предшественников Чарли Крисчена, Уэса Монтгомери и Гранта Грина, он вывел джазовую гитару на уровень настоящего совершенства, создал эталонное звучание и достиг невероятного уровня мастерства и виртуозности. В дополнение к этому он является ярчайшим примером того, что джазовая музыка вполне может завоевать самую широкую аудиторию слушателей, в том случае, если она сделана с большим мастерством, вкусом и чувством меры. На сегодняшний день Джордж Бенсон активен и полон сил. Буквально недавно, в январе этого года, он проводил большой 4-дневный фестиваль под названием George Benson Breathing with the Stars, в котором помимо него приняли участие такие легенды гитары, как Джон Скофилд, Эл Ди Меола, Томми Эммануэль, Стэнли Джордан, Стив Лукатер и Лерри Тенаур. Я искренне надеюсь, что великий Джордж Бенсон еще не раз порадует нас всех потрясающими альбомами, яркими шоу и масштабными фестивалями. А вас, друзья, я хочу от всей души поблагодарить за ваши просмотры, комментарии и отзывы. Если вдруг у вас возникнет желание поддержать этот проект, то ниже в описании к этому видео вы сможете найти ссылку на мою страницу на Boosty. Прежде всего, там я еженедельно выкладываю видеоуроки по джазовой импровизации на гитаре. И если вы гитарист и вам интересна эта тема, то вы можете оформить подписку. Ну и просто отправить донат вы там тоже сможете. А на этом я прервусь, и до встречи в следующем выпуске Jazz Life.